моя новая рубрика RC Insight. И как вы уже догадались по названию, в этой рубрике мы будем обсуждать общие технические моменты, связанные с обслуживанием модельки, так как радиоуправляемый дрифт это не только бесконечные покатушки, но и, как правило, долгие вечера ремонта и чистки модели после них. Почему я решила начать именно с этой темы? Да просто потому, что эта тема станет уже актуальной после первого выезда. Вы придете домой, и вам надо будет зарядить ваш аккумулятор. Кроме этого, я довольно часто слышу, что люди говорят про большие машины, что вот мотор это сердце машины. Но я не совсем согласна с этой фразой, потому что вот аккумулятор это самое, что ни на есть сердце машины, так как он питает и систему зажигания, и фары, и приборы в машине, также и в радиоуправляемой модели. Аккумулятор питает мотор, который приводит в движение модель, питает всю электронику. И по сути без аккумулятора радиоуправляемая модель это просто такое себе дохлое тельце, которое будет стоять у вас на полке и не будет ездить. Самыми популярными среди RC-дрифтеров являются два типа аккумуляторов. Это литий-полимерные или ЛиПо и никель-металл-гидридные. Что касается последних, то мне не довелось с ними сталкиваться, но судя по тому, что про них рассказывают люди, из плюсов это то, что они стоят дешевле, чем, например, те же ЛиПо. Они не требуют к себе такого особого внимания, то есть полностью его разрядил, полностью его зарядил и езди сколько твоей душе угодно. И в принципе они проще заряжаются. Из минусов. Эти аккумуляторы обладают так называемым эффектом памяти. Что это значит? Это значит, что аккумулятор как бы привыкает отдавать ту емкость, которая была получена при последних зарядах. То есть, если заряжать полуразряженный аккумулятор, просто добивая его до максимума, то впоследствии он будет отдавать только эту половину, теряя емкость. Кроме этого, по мнению людей, у них плохая токоотдача, то есть они плохо отдают ток, и моделька ездит, и чем дольше она ездит, тем медленнее. Что касается ЛиПо, эти аккумуляторы хорошо потребляют и отдают энергию. Это однозначно плюс. Кроме этого, машинка с ним очень шустрая, это я могу сказать точно. Они недолго заряжаются, хотя у каждого человека свое понятие о том, долго или недолго заряжается аккумулятор. И кроме этого, у них нет эффекта памяти, как у никель-металл-гидридных аккумуляторов. Теперь поговорим про минусы. Данный тип аккумулятора требует к себе особого тщательного ухода, то есть их нельзя разряжать вообще в ноль, как, например, никель-металл-гидридные. Кроме этого, они требуют к себе аккуратного обращения, то есть механические повреждения аккумулятора, превышение тока зарядки. Все это может привести к возгоранию. Также я могу сказать, что очень важно заряжать ЛиПо аккумуляторы специальными зарядными устройствами. И последний минус это то, что с нынешним курсом доллара ЛиПо это довольно дорогое удовольствие. Теперь мой аккумулятор. Это фирма Nanotech. Берем аккумулятор, на нем куча незнакомых цифр, букв, но давайте разбираться, что на нем написано. Итак, 5800 мАч. Если перевести в ампер в час, это будет 5,8. Вот это вот большая цифра. Это у нас емкость. Соответственно, чем больше емкость, тем вы дольше ездите. Это, как правило, основной критерий, на который ориентируются люди при выборе аккумулятора. Лично я при покупке обращала внимание на цену, качество, отзывы, токоотдачу и уже упомянутую емкость. Смотрим дальше, что у нас написано. Значит, hard case, это понятно, жесткий корпус. Дальше, 7,4 вольта, это у нас напряжение. 2S – количество зарядных элементов, или в народе их называют попросту банками. Если мы поделим 7,4 на 2, то на каждую банку у нас припадает 3,7 вольт. Ну и наконец токоотдача 30-60 С. Это способность аккумулятора отдавать ток определенной величины. Теперь давайте рассчитаем, сколько тока может максимально отдать аккумулятор. Берем 5,8 и множим на 30. 5,8 мы множим на 30, и у нас получается 174 ампера. То есть вы уже сможете рассчитать это для своего аккумулятора. А двигатель у нас потребляет ток, который ему передает регулятор от аккумулятора.
Теперь смотрим на регулятор. На нем написано 100 ампер. Это тот ток, который он может максимально пропустить через себя. То, что пропускает максимально через себя регулятор, должно быть меньше, чем может максимально отдать аккумулятор. На моем примере. Мой аккумулятор может максимально отдать 174 ампера, а регулятор может максимально пропустить через себя 100 ампер. То есть у меня есть еще запас 74 ампера. Если будет наоборот, то будет плохо. Но будет плохо аккумулятору, так как из-за этого они могут вздуваться или умирать быстрее, чем это нужно. Еще один очень важный момент. Это то, что каким бы ни был мощный аккумулятор, он никогда не спалит ни регулятор, ни мотор. Потому что сила тока в цепи, аккумулятор, регулятор и мотор определяются только регулятором и мотором, вне зависимости от того, каким бы мощным ни был аккумулятор. Ну что же, вы немножко подзагрузились информацией, я решила вам рассказать сначала общие моменты, чтобы потом было уже легче говорить про зарядку аккумулятора. Вторая часть, которая выйдет уже совсем скоро, будет посвящена непосредственно зарядке аккумулятора. И я также расскажу свою печальную историю, а точнее несколько печальных историй, связанных с ЛиПо. Я благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал, следите за новостями и до новых встреч на Кнопка ТВ. Пока!